попробовать ваше вкусное настоящее пиво. А что могли бы сказать? Я не могу. Почему? В каком смысле? В прямом, братан, в прямом. Про народ немцев нет. Могу сказать о чеченцах. А Очень нравится чеченский народ. Я сама сейчас живу в Чечне, я русская. Это обязательно? Я не говорю. С Новым годом, немцы! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Eli. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie die meisten schon durch Instagram mitbekommen haben, befinde ich mich aktuell in Grozny. Das ist die Hauptstadt von Tschetschenien. Und ich dachte, ich nutze die Möglichkeit und mache hier eine Straßenumfrage. Natürlich können die Menschen hier kein Deutsch. Ich mache das deswegen alles auf Russisch und übersetze das dann mit einem deutschen Untertitel. Die heutige Frage lautet: Was denkst du über Deutsche? Ich befrage hauptsächlich die Einwohner hier aus Grozny und einige Touristen aus ganz Russland. Denkt daran, diesen Канал zu unterstützen und viel Spaß bei diesem Video. Мы начинаем интервью с вашим именем. Как вас зовут? Ильяс. Джабраил. Яна. Адам. Хасан. Меня зовут Анвар. Полина. Диана. Карина. Надя. Лера. А сколько вам лет? 56 лет. 15. 26. 17. Не, это обязательно. Я не говорю возраст. Декаду. Это неприлично. Окей. Первый вопрос. Что вы думаете о немцах? В каждой нации есть хорошие и плохие. Я ничего не могу сказать о немцах, потому что я никогда не общалась. У меня нет оттуда ни родственников с Германии, никого близких оттуда нету. Приветливые люди, воспитанные, порядочные, самое главное. А вы говорили только что вы в Германии были уже? Да, я была в Берлине. Понятно. А так мнение простое про немцев нету, да, про народа? Про народ немцев нет. Могу сказать о чеченцах. А Очень нравится чеченский народ. Я сама сейчас живу в Чечне, я русская. Мне нравится менталитет. Они очень гостеприимные, к русским относятся хорошо. У меня даже здесь есть своя семья. А давно живешь здесь в Чечне? Да нет, недавно. Я просто не раз сюда уже приезжаю, у меня есть своя семья здесь есть. Чеченская семья. А как получилось это? Ну, есть близкие сестры, друзья, то есть, которые были мне как подруги, теперь они мне ближе, намного ближе, как сестры родные. О немцах я очень хорошего, высокого мнения, поскольку это очень педантичный народ, то есть очень грамотный, умный народ. Это можно понять даже потому, где являются самые такие высококлассные автомобильные заводы, то есть Mercedes, BMW, Audi и прочие известные марки. Ну, люди хорошие, там чистые, красиво, так что все хорошо, воспитанно. А почему вы так думаете? Потому что у нас там родственники живут, так что вроде все хорошо, никаких проблем нет. Немецкая педантичность, то есть это тот самый перфекционизм, их грамотность и грамотный подход к любому делу. Также можно подчеркнуть и медицину. Лучшая медицина считается немецкая, то есть страна сама за себя говорит. Положительное мнение о немцах. В каком смысле? В прямом, братан, в прямом. А почему вы так думаете? Немцы же хорошо делают все вещи. Например, машины они хорошо делают. Машины бывают двух типов. Немецкие и остальные. Это комплимент для Германии. Да. Лучше медицина и лучше спорт. Например, в футболе немцы всегда выступают очень хорошо. Всегда бывают в тройках на чемпионате мира. Точно так же. Ну, в борьбе они, конечно, уступают России. Мы в борьбе лучше. Но гоняют они мяч очень хорошо. Мне рассказывали, что они к незнакомым людям, то есть, соответственно, если там незнакомый человек подойдет, попросит помощи, они это с удовольствием сделают, там, не знаю, подскажут, сделают что-то хорошее. В общем, о себе плохих отзывов они не оставят. Значит, ты только позитивное слышал от немцев, да? Да. Хорошая, интересная нация, порядочная, правильная, абсолютно положительная. А что за причина, что вы так думаете? В Германии ни разу не были, но очень много раз собирались, все как-то откладывали, хотели появиться там, посмотреть. Много читала, смотрела про Германию. А куда вы в Германию хотели точно? Мюнхен. Да, красивый город. Более спокойнее живется, все спокойно. Медицина, например, хорошая, люди хорошие, вообще само место красивое. Ну,
как сказать, я думаю о немцах только хорошее. Это одна из ведущих экономик мира. Немцы славятся своим качеством, своей продукции в любых областях, каких бы только ни было. Мне кажется, это очень позитивные люди, культурные, воспитанные, потому что, в любом случае, люди, которые живут и в Европе, чаще всего отличаются какой-то своей культурой, с хорошей экономикой, с хорошими гражданами, воспитанными. И, допустим, мы когда за границей где-то встречаемся с немцами, как правило, это всегда довольно такие открытые, позитивные люди, с которыми приятно просто посидеть, пообщаться, поговорить. Если говорить про стереотипы, то я, наверное, завидую их дисциплинированности и умению планировать свой распорядок дня и вести себя ответственно. Если говорить о том, с чем я встречалась, когда общалась с немцами, то это безумно душевные, теплые, разговорчивые, общительные люди, которые очень много чего интересного могут рассказать и всегда готовы поддержать компанию. А знали вы кого-то из Германии? Знаю, конечно. А кого? Там знакомые есть еще Советского Союза, Катрин Кютер, Лотта Стюбер, которые живут в Берлине. Когда был Советский Союз, была ФРГ и ГДР. Понятно. Друзья у меня были, я переписывался с ними. Да, вот сейчас общаюсь. Начнем с того, что я очень много читал и изучал немецкую культуру и историю немцев, то есть страны Германии. Помимо этого у меня есть друзья и знакомые где-то, которые там живут, и это я как бы по реальным отзывам, по реальным историям от своих знакомых знаю, какая это страна. У меня был один друг, как-то мы сидели в ресторане с ним. Если бы со мной сидел человек отсюда или из России, он в жизни никогда не поел бы из моего тарелка, но он стал есть, он не стеснялся. И как-то я задумался, наверное, там все люди такие простые и ведут себя проще. Мне как-то приводилось, да, я бывал в Германии, я видел все своими глазами. Это великая нация, великие люди, великая страна. Я был в командировке в Домбае, в Качере. Там я познакомился с группой парней, тоже с немцами. Они как раз сюда переехали на Северный Кавказ и делали объезд по всей горнолыжке, которая у нас есть. Тоже такие позитивные, спортивные ребята, которые при этом открыты и очень хорошо относились там, к представителям других национальностей. Значит, вы очень позитивно думаете о немцах? Да, я положительно отношусь и думаю как-нибудь скоро посетить такую великую страну, как Германия. Это был бы и второй вопрос. Хотели бы вы жить в Германии? Жить не знаю, но я обязательно когда-нибудь туда поеду. Ну, навсегда, наверное, нет. Я в Грозном больше люблю. А почему не хотели бы быть там? Ну, там можно жить, но, как вы сказали, не навсегда, так скажем. Ну, мне в Грозном больше нравится. Как гость я бы хотел посетить эту страну, как туризм меня очень увлекает, я люблю путешествовать и намерен в скором времени посетить страну. Нет. Почему нет? Ну, мне кажется, в Грозном лучше, потому что тут уже все свое, люди свои. Ну, против нет ничего такого, просто нравится в Грозном. У гостях хорошо, а дома лучше, да? Конечно. Пока я там не была, не могу ничего сказать. Нету ничего, что туда тянет, да? Нету вообще ничего, что туда тянет. А Чечня есть, да? А Чечня есть, да, но я здесь уже не первый раз, наверное. Да, я не против жить в Европе и в том числе в Германии. Нет, мне нравится жить в России, я живу в России, а вот как путешествие, то да, конечно. Посмотреть Германию, возможно, съездить в Берлин. Попробовать ваше вкусное настоящее пиво. Конечно, хотел бы, да, хотел бы. А почему? Ну, потому что это прекрасная страна, красивая очень страна, там очень умные, хорошие люди. Мне очень там понравилось. Мне для начала туда надо съездить хотя бы в первый раз и понять для себя, хочу я там жить или нет. Слышала разные, и положительные, и отрицательные отзывы. Понятно. Спасибо, что участвовали. Вот было интервью. So, das war's dann mit der Umfrage. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl es auf Russisch war. Ich hätte es alternativ auch auf Tschetschenisch machen können. Aber denke, die Zielgruppe auf Russisch ist viel größer. So, nun eine Frage an euch. Hättet ihr Lust, dass ich diese Frage in Deutschland über Tschetschenien stelle? Kommentiert gerne. Denkt daran, diesen Kanal zu supporten. Danke fürs Zuschauen und bis bald, Leute. Peace.